Весь интернет гудит об необычном открытии, сделанном на Google Maps в Антарктиде. В юго-восточной части японской станции Шоу-Ас кто-то заметил гигантскую дверь, резко выделяющуюся на фоне ледяного пейзажа. Это открытие вызвало настоящий фурор среди пользователей, которые начали активно обсуждать, что же это может быть на самом деле. Некоторые называют эту загадочную конструкцию домом отдыха большой ноги, мифического существа, известного своей склонностью к исчезновению. А другие шутят, что это угнанный шаттл из звездного пути, который случайно приземлился в холодной пустыне Антарктики. Другие же уверены, что это просто оторванная дверь от Боинга, которая каким-то образом оказалась в снегу. В социальных сетях люди активно высказывают свои теории и версии о том, что же это за объект, тем самым провоцируя живую дискуссию вокруг этого таинственного открытия. Однако у ученых есть гораздо менее захватывающее объяснение. Похоже, что так называемая дверь — это на самом деле часть быстро тающего морского льда, который формируется в результате сложных климатических условий и движений воды. Она находится недалеко от побережья, в том месте, где вода мелкая, а вокруг разбросаны острова. В этом регионе часто наблюдаются айсберги, которые выглядят впечатляюще, но на самом деле являются обычными природными образованиями. Это место вполне может быть просто айсбергом, который застрял и медленно тает на месте, придавая ему такую странную форму. Ученые подчеркивают, что в той же области можно увидеть и другие айсберги. Лед, который движется вокруг твердой подводной скалы, мог образовать естественный узор. Лед здесь довольно тонкий, и из-за находящихся под ним скал он принимает уникальные формы, порой напоминающие сюрреалистическое искусство. Геологи также добавляют, что это таинственное обнаружение на самом деле представляет собой скалистый хребет, который выходит на поверхность, потому что уровень льда немного упал. Его верхняя часть — это хребет, а боковые стороны — две снежные полосы, длинные следы снега, созданные ветром, которые уходят вдаль и создают иллюзию движения. Эти снежные полосы показывают, в каком направлении в этом районе обычно дует ветер, а это позволяет ученым прогнозировать изменения погоды и исследовать климатические изменения. Предыдущее загадочное открытие на Google Maps в Антарктиде — это пирамида, которая на самом деле оказалась горой. Вы можете легко найти ее, прокрутив страницу до гор Эльсворта, которые давно привлекают внимание исследователей и обычных путешественников. Это самый высокий горный хребет в Антарктиде, протяженность которого составляет почти 250 метров, создавая восхитительные и впечатляющие пейзажи. Это не первая пирамида на этом континенте, так как исследователи из британской антарктической экспедиции нашли другую необычно оформленную гору и дали ей прозвище «Пирамида», что привлекло дополнительный интерес к этому месту. Однако эта гора в конце концов не имела пирамидальной формы, о чем свидетельствуют результаты исследовательских работ. Так что нет, в Антарктиде нет пирамид. Простите, если я разрушил ваши мечты и ожидания о загадочных зодческих сооружениях, но это лишь подтверждает, что многие из таких находок основаны на неправильно истолкованных природных формах. В 2011 году ученые из Чили сделали поразительное открытие, когда нашли странный ископаемый в Антарктиде, который выглядел как сжатый футбольный мяч. Это открытие вызвало множество обсуждений и предположений среди научного сообщества о происхождении этого объекта. Он получил прозвище «Вещь», поскольку его форма напоминала что-то из научно-фантастического фильма и вызвала интерес не только у ученых, но и у любителей загадок. В конечном итоге оказалось, что это гигантское яйцо мягкотелого моллюска, появившееся около 66 миллионов лет назад, что делает его одним из самых удивительных находок за последнее время. Оно было более 11 дюймов в длину и 7 дюймов в ширину, что придает ему масштаб и внушительность. Единственное яйцо, найденное больше, принадлежало вымершему яванскому слонобирду, который был в 1,5 раза выше Майкла Джордана, что подчеркивает значительность находки и ее редкость.
Антарктическое яйцо также уникально тем, что это первое ископаемое яйцо, найденное в этой части света, и это делает его действительно историческим. Итак, кто бы его ни оставил, похоже, что он был огромен. Вероятно, это был гигантский морской ящер, который жил давным-давно, например, мозазавр. И это открытие предоставляет новые возможности для изучения нашей планеты. Это удивительно, так как большинство ученых предполагали, что эти существа вообще не откладывали яйца. И это открытие бросает новый свет на их поведение и размножение. Яйцо также уникально тем, что у него тонкая скорлупа и нет пор, что совершенно отличается от большинства яиц динозавров и может стать основой для новых исследований в области палеонтологии. Ученые провели массу исследований и изучили 259 видов живых рептилий, таких как ящерицы и змеи, а также их яйца. Из этого они выяснили, что существо, которое отложило яйцо, вероятно, было не менее 23 футов в длину, не считая хвоста, что указывает на впечатляющий размер. В конце мелового периода эта часть Антарктиды, вероятно, служила их детским садом, что показывает, как эти существа жили и развивались. Палеонтологи нашли кости маленьких мозазавров и плезиозавра в той же области, а также кости взрослых особей, что указывает на то, что эта территория была важным местом для их размножения. Если вы когда-нибудь теряли свое удостоверение личности и до сих пор не можете его найти, попробуйте искать под антарктическим льдом. Это может показаться странным, но, по крайней мере, это сработало для человека, который вновь встретился со своим пропуском через 21 год, что является достаточно необычной и завораживающей историей. Род Бат, техник, изучающий морскую жизнь на дне Антарктики, заметил карточку, когда нырял в месте под названием мыс Эванс, которое славится своим бурным морем и красивыми пейзажами. Род подумал, что это может быть кредитная карта, поэтому положил ее в карман и продолжил работать, не подозревая, какое значение это открытие окажет в его жизни. Когда он внимательнее посмотрел, он понял, что карточка принадлежит какому-то Дэвиду Макау, и это стало началом весьма неожиданного поворота событий. Карточка осталась в исследовательском институте, где работал Род, еще на 8 лет, пока им наконец не удалось найти Дэвида, что стало настоящим детективным мероприятием для исследователей. Выяснилось, что он никогда не был в Антарктиде, что добавляет дополнительный интерес к этой истории. В 2003 году кто-то вскрыл его машину в Уэллингтоне, Новой Зеландии, и выкинул содержимое его портфеля в гавань, что создало невероятный сценарий, в котором карточка преодолела значительное расстояние. Так карточка путешествовала более 2400 метров за 13 лет, что является вообще редким явлением, и все это время она находилась на дне океана. Вокруг даже нет океанских течений, которые движутся прямо от Уэллингтона к мысу Эванс, что делает ситуацию еще более загадочной. Если бы карточка проходила через разные океанские течения, путь занял бы около 1000 лет, что ставит под сомнение стандартные представления о перемещении предметов в океане. Возможно, она прилипла к чему-то, что легче плавало, например, к кусочку обломка или растению, которое может расти на объектах и делает их плавучими. Или, возможно, человек, забравший портфель Дэвида, находился на корабле, который отправился в Антарктиду, что также показывает, как глобальные события могут влиять на локальные истории. Или карточка каким-то образом прилипла к дну исследовательского корабля, который оказался там, что добавляет еще один уровень таинственности к этой захватывающей истории. Если вы хотите увидеть, вероятно, самое крутое открытие из Антарктиды, вам стоит посетить Всемирную выставку 2025 года в Осака, Япония, где будет представлено множество захватывающих экспонатов из разных уголков мира. Там будет выставлен метеорит размером с регбийный мяч, который пришел с самой планеты Марс, и он, безусловно, привлечет внимание не только ученых, но и любителей космоса. Японская исследовательская группа нашла его в Антарктиде в 2000 году, и это было историческим моментом, ведь метеориты с Марса крайне редки.
Они считают, что мощный удар астероида выбросил метеорит с его родной планеты, прежде чем он прошел через пространство и приземлился на Земле, что открывает новые горизонты для понимания нашей Солнечной системы. Это один из крупнейших метеоритов с Марса, когда-либо найденных, весом 28 фунтов, что делает его весомым научным активом. Ученые изучили газ внутри камня, чтобы подтвердить, что он с Марса, и это важно для астрофизики и планетарной науки. Также они обнаружили специальные минералы внутри, которые образуются в присутствии воды. Это открытие означает, что Марс когда-то обладал водой, что имеет огромные последствия для понимания его истории и возможности наличия жизни. Так что изучение этого камня может помочь нам узнать больше о том, существовала ли жизнь на Красной планете, о чем люди мечтали на протяжении десятилетий. Группа звуковых экспертов нашла огромный подводный каньон в Антарктиде благодаря плохой погоде, что показывает, как неожиданные обстоятельства могут привести к значительным открытиям. Им пришлось приостановить свою работу на исследовательской станции Кейс, что дало возможность использовать находку для научного прогресса. Вместо того, чтобы ждать, они решили использовать неожиданное свободное время для картографирования морского дна возле ледника Адамса, и это решение оказалось очень удачным. Итак, они обнаружили каньон, который почти 7000 футов в глубину, почти 30 тысяч футов в ширину и простирается на 28 метров от ледника. Это открытие стало серьезным шагом вперед в понимании подводного мира и процессов, происходящих в Антарктике. Ледокол, на котором они находились, использует специальный инструмент, называемый многолучевым эхолотом, что является передовой технологией в области морских исследований. Он отправляет звуковые волны радиальной форме под кораблем, а затем слушает эхо, чтобы создать детальную карту дна океана, что позволяет ученым более точно понимать морские биомы. Во время картографирования они обнаружили лишь часть каньона, прежде чем им пришлось вернуться на исследовательскую станцию. Однако, когда плохая погода вернулась, корабль снова вышел и картографировал еще больше, что привело к значительному прогрессу в их изысканиях. Они работали среди волн до 13 футов в высоту и ветров на скорости до 50 узлов, но при этом они все же смогли собрать около 15 часов данных, чтобы завершить свою карту. На пути обратно в Австралию они остановились в последний раз, чтобы заполнить все пробелы на карте, что подчеркивает тот факт, насколько важна эта работа для научного сообщества. Эта продвинутая технология картографирования помогает ученым узнать больше о истории взаимодействия ледников и океана в Антарктиде, что в конечном итоге счете может повлиять на понимание изменений климата. Один ученый просматривал спутниковые изображения в поисках коричневых следов пингвиих экскрементов и нашел 4 новых колонии императорских пингвинов в Антарктиде, что стало значительным открытием для орнитологов и защитников природы. Это означает, что теперь существует 66 колоний размножения для этого уязвимого вида, и это открытие имеет ключевое значение для их охраны и сохранения. Эти новые колонии, скорее всего, существовали уже много лет, хотя они в основном небольшие, с менее чем 1000 пар размножающихся пингвинов каждая, что еще раз подчеркивает уязвимость этого вида. Некоторые из этих колоний расположены близко к другим пингвиньим районам. Например, одна из них находится недалеко от старой исследовательской станции, которая никогда не сообщала о присутствии пингвинов поблизости, что указывает на необходимость пересмотра существующих данных. Одна из новых колоний была найдена близко к месту, называемому Лазаревский льдостолб, где раньше существовала большая колония пингвинов. Считалось, что эта колония вымерла в 2019 году, однако похоже, что пингвины просто немного переместились из-за изменений условий морского льда, что демонстрирует их адаптивность и важность непрерывного мониторинга.
Если мы добавим вновь найденных пингвинов к общей популяции этого вида, это не сильно изменит картину, но может помочь ученым увидеть, как императорские пингвины адаптируются к изменениям условий окружающей среды, что очень важно для будущего этого уникального вида. На этом все на сегодня. Итак, если вы удовлетворили свое любопытство, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми. А если вы хотите больше, просто нажмите на эти видео и оставайтесь на яркой волне, чтобы не пропустить новые захватывающие открытия и интересные факты.